Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 6 по 12 ноября. Вот на этой неделе, 12 ноября, считайте, через середину месяца. Вот так быстро летит время. Ну, давайте узнаем, что для вас приготовили карты. Конечно, наш прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, если рассматривать альтернативные варианты развития событий или нашего восприятия, какой-то, как может быть, смена шаблона или подсказка нашей интуиции определенно будет. Ну и самое главное, я надеюсь, мы проведем с вами приятное время, мои дорогие водолеи. Первая карта будет называться «Главное событие» или «Что будет для вас в приоритете». Может быть, карта расскажет в целом о том, какова энергетика недели, ваше настроение. Итак, важное событие. Неожиданное событие, неожиданности. Чему сейчас не время или что может помешать? Давайте узнаем, а что будет помогать, что будет радовать, что скрыто. Может быть, кто-то скрывает, а может быть, мы и сами где-то не придаем значения чему-либо. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику. Что по финансам? Достанем карту личной жизни. Сейчас только перемешаю. Захотелось еще раз перемешать. Итак, что в личной жизни? И достанем карту совет. Подытожим все то, что выпало. Важное событие. Не торопитесь, всему свое время. Все идет своим каким-то чередом. По этой карте могут быть задержки, правда. Но, значит, это обстоятельство либо непреодолимой силы, или, может быть, какой-то документ не подписан, деньги, может быть, тоже где-то из-за электронных систем расчета или еще по каким-то даже оплошностям, но это то, что от вас не зависит, или каким-то ситуациям. Может что-то вставать на паузу. Но это карта надежности. Это карта как дерево, да, на дереве растут пентакли. То есть как будто для нас все сложится даже наилучшим образом, лучше, чем мы ожидали, если мы не будем какую-то педалировать ситуацию в целом. Все решится сейчас, как будто стабильность или стабильный период, когда мы ждем вот-вот сбора урожая. То есть где-то мы получим какие-то бонусы, и все идет словно по плану высших сил, понимаете, есть по семерке пентаклей определенная зависимость либо от обстоятельств, либо от условий, может быть, в которых вы находитесь, но для вас это будет означать какой-то плюс. Давайте мы посмотрим неожиданное событие. Ну, правда, радость какая-то, всему свое время. Десятка кубков, знаете, это как итог. Или десятка, это по нумерологии как бы самая большая цифра, но если на второго мы перекладываем, да, и, может быть, это вы получите какое-то радостное известие, или что-то касается вот то, что личная жизнь, семья, отношения в паре, что-то хорошее произойдет. У кого-то десятка кубков, хоть это и карта как бы счастья, радости, но баланс во всех сферах жизни, сама по себе карта благополучия, и может проиграться как какие-то вопросы, связанные с имуществом, с недвижимостью или жильем, то место вашего комфорта, куда вы приходите восстанавливать силы, отдыхать, тоже какие-то вопросы, или в целом что-то доброе, хорошее в неожиданностях входит в вашу жизнь, мои дорогие водолеи. Приятности, одним словом. Чему сейчас не время или что может помешать? Ну, явно, чтобы нам что-то помешало, и я такого не вижу. Хотя, может быть, знаете, иногда люди, часто ведь это у нас паш кубков, проигрываются как вопросы, связанные с детьми. Да? Тут ничего не мешает. Иногда карта может говорить о человеке, который, может быть, и почтенного даже возраста или достаточно зрелого возраста, но ведет себя как ребенок, на которого не понадеешься и ответственности не потребуешь. Вот если в этом значении в вашем окружении есть подобные люди, когда эмоций много, а толку как будто мало. Поэтому тогда оставайтесь где-то реалистами. В любом случае, десятка кубков говорит о радости. Но вот где-то радость, она не должна
может быть, нам закрыть глаза на какую-то конкретику или на какую-то реальность. Эмоции, в принципе, не должны помешать увидеть что-то с позиции логики, здравого смысла. Но у каждого проиграется по-своему в той или иной сфере вашей жизни. Может быть, мы чем-то вдохновимся в плане личной жизни и забудем про работу. Да? Нам тут говорят, что ну нет, и на работе тоже какие-то перемены могут быть, или какая-то ситуация словно заморожена может быть, или чуть-чуть с задержкой, поэтому не терять здравого смысла. Или вообще, в принципе, оставаться реалистом даже в тот момент, когда у нас, ну, все хорошо, вот как будто так, что будет помогать. Но явно нет каких-то помех, нет. И будет помогать. Вот тоже посмотрите, 2 пажа. Быть, правда, больше реалистами. У нас кубки, что может помешать и что будет помогать. Материализм, какая-то конкретика, логика, умение просчитать. Просчитать действительно на пару шагов вперед или на далекую перспективу. То, что надежно, надежные люди или то дело, которым вы занимаетесь, оно должно иметь продолжение. Не однодневный какой-то должен быть проект, а рассчитанный на такой марафонский забег, потому что по пажу Пентаклей у нас как раз идет то, что мы можем начать, допустим, в этот период или начали раньше, и мы просто продолжаем. И само по себе дело или проект подразумевает как раз, что растет ваша популярность, растет ваша экспертность, растет ваш финансовый доход. То есть все в каком-то ритме увеличения и прогресса. А вот как раз по пажу кубков где-то эмоциональность излишняя нам может просто помешать. Но явных причин, чтобы кто-то нам вставлял палки в колеса, я не вижу. Но давайте откроем, что скрыто. Праздник. Мы можем в чем-то сомневаться, кстати. Что нам помогает? Нам выпадает паж Пентаклей, я сказала, новое начинание. Может быть, не так быстро приходит, вот, да, и у нас в задержке как будто могут быть деньги. И здесь-то ведь у нас тоже Пентакли. По какому-то проекту могут буквально задерживаться деньги, и мы уже начинаем в себе сомневаться. Потому что карта праздника в позиции то, что скрыто. Мы, как и в себе, можем начать, ну, буквально ковыряться, думать, ой, а правильно ли я поступил или поступила? И надо ли мне было заниматься этим делом? Вот если действительно вы к чему-то прикладываете усилия, может быть, как проект, который начался недавно, или то, что идет сейчас, вам нравится этим заниматься, но оно вот еще идет как-то со скрипом, то вполне вероятно, что оно продолжится в плане прогресса, как я уже сказала, но не в каком-то быстром темпе, а в спокойном более режиме. Но праздник как будто не отменяется, просто что-то может задерживаться на этой неделе, а мы уже начнем где-то сомневаться. Хотя я не вижу напрямую, чтобы что-то нам здесь мешало, повторюсь. И какой-то праздник точно, мои дорогие водолеи, он будет. Мало того, что есть какой-то сейчас итог, так будет и в последующем еще что-то нас радовать. Дела, работа, бизнес. Кто-то может обдумывать, допустим, если вы работали на 2 работах, отдать предпочтение чему-то одному. Может быть, вследствие усталости. Наступил период, как будто повернуться к прошлому спиной. Да? И у нас герой показан, который как раз уже повернулся. Он точно знает, что назад дороги нет. У него даже интереса нет. Обернуться и посмотреть, что же там. Может быть, среди этих кубков что-то еще полное. Нет, он говорит, я иду вперед. По этой карте мы ищем выход из создавшегося какого-то для кого-то сложного положения, ситуации, и мы как будто находим. По этой карте мы можем принять какое-то важное Соломоново решение. По этой карте мы можем решать вопросы, связанные конкретно с переездом или сменой сферы деятельности. И здесь у каждого где-то по-своему. Но не будет так, как прежде. Какая-то, знаете, как обстоятельство или какая-то реальность, которая сложилась на данный момент времени, уже как будто сломала прежний шаблон. И нам отсюда только вперед. Просто продолжать. И пусть нам карта говорит, что
Герой, показанный на 8 кубков, это не есть тот, который, он с посохом одним только идет, и все. Это не есть, правда, какой-то сразу, ну, получение какой-то прибыли, еще что-то. Но это то направление, куда хочет идти человек. Вот как будто вам нужно заниматься только тем, что вам как и нравится, как вы чувствуете в этом прогресс. Но если вас куда-то, может быть, тут по этой карте могут проиграться переезды даже с семьей, и вы будете продумывать, оформлять или искать какие-то варианты, может быть, сразу продумывать варианты работы, что-то еще. И просто продолжайте, нам говорит карта, даже если ты сейчас пока, ну, что-то не можешь просчитать до мелочей. Дорогу осилит идущий, есть такое в этой карте. Но выход какой-то мы определенно найдем, если правда у кого-то на повестке дня стоит такой, знаете, серьезный вопрос, когда нужно принять однозначное решение. А кто-то вот-вот может и принять решение по поводу работы. Но если вы хотите менять работу, это не должен быть уход в никуда. У нас выпадает вот 2 карты, паж и 1 паж, который нам эмоции могут помешать, а будет помогать как раз, ну, какая-то конкретика и рационализм. Значит, мы должны просчитать, что нас ждет, чем мы собираемся заниматься, где-то не рассчитывать на быстрый какой-то успех, прогресс. Он придет, но он будет равняться приложенным нашим усилиям. Финансы. Хотя сказали, что с финансами, в принципе, будет хорошо. 4 мечей вообще к отдыху приглашает нас и говорит: отдохни, приведи мысли в порядок. И это карта, когда мы складываем оружие. Может быть, у вас на этой неделе как раз, с одной стороны, финансы действительно задерживаются. 7 пентаклей, первая карта этого расклада. И мы тут что-то не можем убыстрить. С другой стороны, нас словно не должно что-то и обесточить. Иногда по этой карте, правда, пришло время, ну, где-то уравновесить режим труда и отдыха, чтобы из-за какой-то хронической усталости нас недомогание не уложило в постель, и мы из-за этого не смогли буквально работать, может быть, зарабатывать деньги, осуществлять какой-то проект. А может быть, есть конкретная тема с учетом 8 кубков, где я буду зарабатывать деньги, каким образом, из каких источников ко мне будут приходить деньги. И эта карта, в общем-то, рационализма. Значение привести мысли в порядок – это увидеть что-то без эмоций. Видимо, есть какая-то конкретика. Может быть, вы хотите что-то купить, потратиться. Ну, так тут тоже эмоции не лучший советчик. Они нас совсем не в ту сторону могут завести. А вот как раз расчет на какую-то надежность, на какой-то прогресс, на какие-то реалии, они для нас добавляют уверенности. И уверенности на завтрашний день тоже. Быть реалистом, наверное, на этой неделе, мои дорогие водолеи, для вас будет очень важно. Несмотря на то, что радостных эмоций как будто будет достаточно. Личная жизнь. Вообще, 10 кубков нам про личную жизнь уже все сказали, а 9 пентаклей – это ваша сильная позиция. Это карта самодостаточности, когда я знаю, чем я занимаюсь. Это карта прогресса, признание ваших заслуг, признание вашей экспертности, признание вашего профессионализма, когда мы можем переключиться где-то на наше собственное дело, монетизировать хобби, наше ремесло, когда быть самодостаточным, когда у нас все под контролем. Ну, во всех положениях это сильная позиция. Поэтому вот, видимо, на этой неделе будет такое у вас для кого-то, как, знаете, окончательное решение, а для кого-то из вас, когда вы все-таки даже те деньги, которые задерживались, вы все равно получите и придете к выводу, что, а ведь, в принципе, моя сейчас позиция достаточно прочная. Вы за что-то себя поблагодарите на этой неделе, мои дорогие водолеи. Давайте узнаем карту совет. Если мы с чем-то не согласны или с кем-то, мы не должны увеличивать дистанцию конфликта. Или, с другой стороны, мы должны оставаться верны собственным принципам, даже если что-то задерживается или идет по какому-то другому графику, по каким-то другим временным распорядкам. Да? Мы не должны согласиться на что-то малозначимое для нас в угоду кому-то.
Мы не должны где-то согласиться, допустим, с позицией, которая для нас неприемлема или неприемлема нашим принципам, в угоду хорошим отношениям. Это тоже проигрывается по этой карте, но это еще и пирова победа, когда нам карта говорит: да, ты можешь отстоять какую-то свою точку зрения, ты получишь эту победу, но она тебя не будет радовать. Поэтому нам говорят, какой-то конфликт мы словно дистанцию не увеличиваем. Больше на взаимодействие. Но и остаемся где-то воином в душе и верным тому, что мы хотим осуществить. Если мы говорим про какую-то борьбу, все-таки у нас воин показан, почему я сказала воин в душе. И карта-то она показывает как раз, что был какой-то конфликт. Почему говорят, что даже если он был, как будто мы, не возвращаемся заново, не проигрываем это и снова, не ведем себя так, что мы как будто даже не здороваемся с этими людьми. Мы продолжаем что-то, как ни в чем не бывало. Это будет для нас важно, для того, чтобы какие-то свои позиции сохранить. Это тоже. Нас как будто это не должно ранить, нас не должно это вообще цеплять. Это как будто была ситуация, и ладно, не повторить еще раз будет важно. Может быть, и не согласиться преждевременно на что-то будет тоже для вас важно. Вот как-то более рационально видеть ситуацию, чтобы себе не навредить. Правда, могут помешать, мои дорогие, вот просто какой-то эмоциональный фон. Может быть, и лесть где-то может помешать, да. Поэтому рационализм, он нам в любом случае помогает, как и каких-то ошибок не совершить, так и увидеть, есть в вашем окружении льстец, который может специально так играть на чувствах или на каком-то доверии, чтобы в последующем осуществить какой-то свой проект. Может быть и так. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, ведь по пятерке бичей, как я сказала, не увеличиваем дистанцию конфликта, ведь это не значит, что мы со всеми согласились. Нет. Просто мы никому ничего не доказываем. Нам сейчас важны наши силы для того, чтобы идти вперед, какую-то вашу личную задачу, мои дорогие водолеи, осуществить. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.